Всем привет! Сегодня речь пойдет о всеми любимом заборе из профлиста. Наши хорошие соседи с одной стороны поставили такой забор, и я им очень благодарна, но я терпеть не могу заборы из профлиста, потому что он ограничивает мое визуальное пространство. Поэтому я хочу украсить часть забора декоративной деревянной решеткой, чтобы не было такого жесткого ограничения для моего взора. И также по этой решетке можно будет пустить вьющиеся растения. Таким образом я расширю зеленые пространства на своем участке. Я решила использовать то, что у меня есть в мастерской, вот эти вот доски. Они остались у меня от предыдущего проекта, из них я хотела склеить столешницу, но потом отказалась от этой мысли и купила щиты. Так что у меня имелось изрядное количество досок 45 на 95 в сечении. Так что я их поторцевала, распилила в размер под рейки для рамки. После того, как поторцевала, я распустила их на рейки. Конечно, все эти материалы можно уже купить готовые в строительном магазине и заняться сразу сборкой решетки. Но я решила себя помучить и предалась многочасовой распиловке, о чем, конечно же, в процессе немножко пожалела. После того, как я распустила, я выровняла в рейсмусе эти рейки, чтобы в процессе сборки самой рамки мне было проще. И решила собрать все в пол дерева. Прошлась несколько раз в половину дерева дисковой пилой и доработала все с помощью стамески. Рамку я покрываю бесцветным маслом со всех сторон и дала немножко времени высохнуть. Масло, конечно, сохнет дольше, но у меня по времени все, как обычно, ограничено. Поэтому собирала я полусухие рейки. Все собрать я решила на гвоздевой пистолет и шпилечник. Вообще вышла небольшая загвоздка с этим моментом. Хотела изначально все собрать на гвоздевой пистолет, но плохо подготовилась к проекту, и когда я пошла накануне в магазин, то не нашла гвоздей нужной мне маркировки, а в мастерской имелась только одна длина гвоздей, так что большую часть я собрала на шпилечник. Немножко переживала за это, но прихватив все места соединения, вышла очень крепкая конструкция. Рейки я покрыла маслом для террас цвета лиственницы. Была мысль сделать решетку белую, но потом подумала, все же это будет такое же ограничение пространства, то есть такая белая, хоть и декоративная стена. А мне хотелось создать именно эффект слияния с природой, так чтобы решетка растворилась в зелени впоследствии. Поэтому выбрала цвет, приближенный к натуральной древесине. Сначала креплю рейки по диагонали через две планочки, так чтобы рисунок был ровный. Отпиливаю все лишнее с помощью лобзика, и потом эти остатки я также использую. Последнюю рамку я почти полностью собрала из остатков на второй слой диагональный, так что у меня практически не осталось никаких обрезков. Хорошо, что у меня есть разные длины шпильки для шпилечника, так что удалось полностью закрепить конструкцию в разных местах, так чтобы шпильки не торчали. Изготовила я 4 таких рамки и установлю их на существующие деревянные направляющие забора.
Забор в этом месте покосился, поэтому пришлось снизу сделать проставки из дерева, чтобы решетка стояла более-менее вертикально. К завершению дня я изготовила вот эти вот 4 решетки. И так мне нравится больше. Несмотря на то, что вышло не идеально, и я, честно сказать, замучила все это распиливать, потом красить, но я довольна результатом. Теперь я буду сидеть в беседке и смотреть на красивую декоративную стену, на фоне которой я посажу еще смородину. А тот угол я планирую сделать речки попроще и запустить на него декоративный виноград. Так что вот такой вот получился угол около беседки.